Добрый вечер, это понедельник, и, как всегда, в понедельник, 8 часов вечера по Москве, я начинаю нашу программу «Полный альбац», как начинала ее 20 лет подряд, и, собственно, не вижу основания ее прекращать. Во всяком случае, пока идет война. Я буду выходить в эти эфиры вне зависимости от того, что, чего и как. Но прошу вас, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, это важно. Я понимаю, что наши эфиры не самые простые бывают для восприятия, но, тем не менее, я думаю, что любая интеллектуальная дискуссия в интересах всех нас. Даже прошу вас ставить лайки, если вам это интересно, или не ставить лайки, ставьте дизлайки. И, пожалуйста, обязательно пишите, откуда вы нас смотрите, как вы нас смотрите, потому что я с трудом понимаю, где и как в Российской Федерации работает YouTube, что видно, что не видно. И еще должна вам сказать, что не прямым эфиром, а вот сразу после эфира вы можете это смотреть, этот эфир на Бутси. И это совершенно бесплатно. Я знаю, что мне писали, что там никакой оплаты не требуется. Просто, насколько я понимаю, Бутси не работает так, как YouTube. Вы не можете это сразу смотреть в прямом эфире. Но, во всяком случае, Бутси не замедляют, насколько я понимаю, в Российской Федерации, поэтому у вас есть возможность смотреть полностью эфир через Бутси, без всяких замедлений, торможений и так далее, всех тех удовольствий, которые связаны с YouTube сейчас в Российской Федерации. Я также прошу тех, кто нас смотрит в разных других странах, пожалуйста, пишите тоже, откуда вы, потому что бывает безумно интересно, что нас смотрят и в Южной Африке, и в Европе, и в Тбилиси, и в Израиле, и в Украине. Очень много нас, кстати говоря, смотрят в Украине, что для меня очень важно, потому что мне важно, что украинцы тоже знают, что далеко не все россияне поддерживают этот кошмар. Говорить мы сегодня будем об экономике. У нас потрясающая совершенно компания. Такая компания редко собирается, и у меня полное ощущение, что я в студии «Эхо Москвы». И вот почти все как в Москве. Потому что сегодня у нас в студии, вернее, в виртуальной нашей студии, Евсей Томович Гурвич, который много-много раз бывал у меня на эфирах «Эхо Москвы». Евсей Томович, здравствуйте. Евсей Томович долгое время, он известный очень экономист, долгое время руководил экспертной группой
Министерства финансов Российской Федерации. Сейчас он уже ее, естественно, не руководит. Олег Вячеславович Вьюгин также много-много раз был у меня в эфире на «Эхо Москвы». Вьюгина тоже особенно представлять не надо. Он много раз участвовал в эфирах и здесь, на Ютьюбе. Олег Вячеславович был и зампредом Центрального банка, и председателем совета директоров многих разных банков, и руководителем Московской биржи. В общем, и Олег Вячеславович, что важно, он находится в Москве и, что называется, держит руку на пульсе и знает не только то, что написано по данным Роскомстата, но и то, как это происходит в реальной жизни. И третий наш участник, не менее знаменитый и замечательный, это Олег Ицхоки, профессор Гарвардского университета, обладатель знаменитой медали Кларка, который считается лучшим предвестником будущей Нобелевской премии, в чем я совершенно не сомневаюсь, конечно же. И вы Олега Ицхоки часто видите в эфирах Александра Плющева на канале Breakfast Show. Я обязательно смотрю везде Ицхоки, потому что это всегда очень интересно. Олег, спасибо вам. Олег, кстати, не знаю ваше отчество, Олег. Олег Евгеньевич, ну просто Олег. Олег Евгеньевич, да. Спасибо вам большое, что вы согласились на этот эфир. Итак, мы в последнее время по поводу того, что происходит в экономике России, идут большие дискуссии, причем на широких мировых, я бы сказала, площадках. С одной стороны, журнал Economist пишет о том, что Россия в 2025 году, ее экономика практически потерпит крах. С другой стороны, выходит статья российских экономистов Сергея Алексашенко, Вячеслава Иноземцева и Дмитрия Некрасова. Она называется «Надежный тыл диктатора», который говорит о том, что российская экономика прекрасно себя чувствует, благосостояние россиян растет, и Путин ни о чем может не беспокоиться в ближайшие годы. На 3-4 года как минимум запаса прочности у российской экономики хватит. На эту тему по поводу этой статьи разгорелась дискуссия. Я за эти дни переговорила с разными известными экономистами. Они придерживаются прямо противоположных точек зрения на этот счет, что очень интересно. Но если вы позволите, я хотела бы начать как бы от глобальных вопросов, сколько лет впереди у Путина и его экономики, начать все-таки с частных вопросов, а именно, что все-таки происходит с российским рублем? Олег Вячеславович, можно к вам первый этот вопрос? Потому что, с одной стороны, вдруг рубль совершенно обвалился и перешел какую-то, так сказать, психологическую черту в $100 за рубль, а евро там было близко к 110 за евро. А сейчас он обратно вернулся. Вот это мой первый вопрос. Сейчас рубль к доллару 103. 103, потому что 103. было, подождите, было было на прошлой 99. неделе 99. Вот Да, это волатильность или это не волатильность? Это что такое? Ну, это волатильность, наложенная на некий тренд, который все-таки, если мы посмотрим там несколько лет, тренд к ослаблению рубля четко прослеживается. В 2014 году, кстати, курс рубля к доллару был 31, по-моему. Вот как бы, поэтому можно сделать выводы. Значит, что на самом деле подождите, происходит? это было до того, как была аннексия Крыма. Да, конечно. А потом он в 2 раза упал. Ну, потом вот начались как бы такой процесс ослабления. Но он идет, да, очень неравномерно. Но что на самом деле происходит? Есть как бы некоторые объективные данные, ну, например, сальдо торгового баланса, которое за 11 месяцев этого года очень-очень положительное, 120 с чем-то миллиардов долларов. Казалось бы, такое сальдо платежного баланса должно обеспечивать более или менее стабильный курс рубля. Вот. Но дальше начинаются предположения. Но вот мой взгляд на это такой, что из-за санкций, которые были введены летом на московскую биржу, на ряд банков, а плюс еще санкции, которые были наложены не так давно на 50 российских банков, трудности по оплате импорта
в большей гораздо степени, чем трудности по получению выручки от экспорта, они стали достаточно серьезными. И мы заметили, что власти приняли решение снизить норму репатриации экспортной выручки в страну там, до 25%, что ли. То есть это говорит о том, что российским компаниям дается возможность, экспортерам, оставлять экспортную выручку на счетах банков вне России. Не знаю, в чем она там выражена. Это могут быть доллары, это могут быть евро, юани, дирхамы. Для чего это делается? Вот тут мое предположение. Для того, чтобы импортеры могли получать необходимое им количество иностранной валюты не в России, а там, за рубежом. И, соответственно, оплачивать поставки, и дальше они идут в Россию. Какая-то часть выручки все равно возвращается в Россию, потому что рубли нужны там экспортерам в какой-то степени. Но рынок стал гораздо более тонкий, в смысле объемов ликвидности, которые там обращаются. Я говорю рынок, когда говорю это юань прежде всего, но это и другие валюты, в том числе и доллар, евро. И из-за этого, конечно, волатильность страшная. То есть очень легко сдвинуть рубль в любом направлении достаточно большим количеством сделок на рынке. Вот у меня такое объяснение. Олег Вячеславович, когда вы говорите о санкциях, которые введены, новые санкции против российских банков, я так понимаю, что вы прежде всего имеете в виду «Газпромбанк», который долгое время был банком для расчетов по российским энергоресурсам. Да. И все знали о том, что, так сказать, «Газпромбанк», он не под санкциями ровно для того, чтобы оставлять вот эту возможность для расчетов за газ и за... А за нефть тоже через него шли расчеты? Нет. Нет, так подождите, но рынок же газа сейчас же у России практически потерян. Тогда почему такая реакция на... Все писали о том, что вот эта реакция с рублем на санкции против «Газпромбанка». Я такого не говорил. На самом деле важнее санкции против остальных небольших банков, которых как, например? Под 50, а я что-то не помню, под 50 банков, не крупных, через которые могли по свифту осуществлять платежи. Ага. И теперь всем им перекрыты платежи по я свифту. не берусь говорить всем или нет, но вот этим да. Понятно. Олег Ицхохи, вы признаны, насколько я понимаю, я все-таки не экономист, а журналист, насколько я понимаю, вы, так сказать, вы признанный специалист по всем этим моделям обмена валют и так далее. Что, собственно, вы получили свой Clark Medal ровно за такую модель, если я правильно понимаю. Поправьте, если я говорю какую-нибудь чушь. Вот ваше объяснение все-таки что происходит первое с российским рублем и о чем это нам говорит? И вообще является ли это какой-то важной переменной, учитывая ограниченную конверсионность российской валюты? Да, ну, конечно, мы работаем про рыночные курсы валют. Рубль, он отчасти тоже рыночный курс. Это интересный вопрос. Но вот смотрите, у меня немножко другой взгляд на эту ситуацию. Тренд был, очевидно, очень сильный на девальвацию рубля с лета 2022 года до августа 2023 года. Да, вот в августе 2023 года, это уже больше года назад, рубль подошел к 100 к обменному курсу. Тогда был принят целый ряд мер, но основная, видимо, мера как раз в августе-сентябре, это был такая мера финансовой репрессии, заставили экспортеров продавать выручку. По-моему, 90% такого порядка, очень, очень существенную долю этой выручки. И это позволило остановить тренд девальвации. И дальше была такая интрига. Вот конец 23 года, год назад, интрига была следующая. Когда пройдут выборы, отпустят ли рубль дальше на ослабление? Это вот казалась такая политическая задача стабилизировать рубль ниже 100. Да? То есть, выборами вы что называете? Потому что мы, политологи, не называем выборами то, что происходит в России. Да. Выборы в кавычках, переназначение Путина. И вот когда оно произошло, это какой месяц? Конец весны где-то, да? То оказалось, что рубль довольно-таки в этих условиях стабилен, остается на уровне 90
рублей за доллар. То есть вот этой меры того, что экспортеры должны продавать выручку в условиях, когда экспорт превышает импорт, это вот то, что Олег Югин сказал, действительно есть профицит торгового баланса, он довольно существенный. И это оказалось, что достаточно, чтобы рубль был стабильный. И вот кажется, что драма текущего момента, она не состоит в том, что будет с рублем. То есть рубль на самом деле показывает достаточно большую стабильность за последний год, он остается около 100, на этом рынке есть волатильность, но тренда последний год не было. И вот как я это вижу, что это как раз некоторый резерв, который есть. Рубль всегда может девальвироваться. Если что-то произойдет с платежным балансом, что экспорт упадет относительно импорта, иногда импорт восстанавливается и становится выше, то есть вот некоторый резерв дальше девальвировать рубль, он будет гарантировать стабильность экономики, если это потребуется. Но пока Почему? Ну, потому что, в частности, нужно, чтобы доходы, которые получаются от экспорта, их хватало на всевозможные расходы, и курс рубля – это одна из переменных, которая позволяет это сделать. В частности, когда рубль девальвируется, спрос на импорт снижается, импорт становится дороже, и не нужно, значит, вот эту экспортную выручку, ее хватает, чтобы купить тот импорт, который хочется, когда он подорожал. Да? Это некоторый резерв, которым пока пользоваться не требуется, и курс рубля остается довольно-таки стабильным. Драма момента, она вот наконец 2024 года, она, конечно, связана с инфляцией, с процентной ставкой. И это та драма, которая должна разрешиться в обозримой перспективе, что с этим произойдет. Но вот такой большой драмы, связанной с курсом рубля, я сейчас не вижу, как это было год назад. Спасибо. Мы обязательно вернемся. У меня есть отдельный вопрос по поводу учетной ставки и реальной, какова все-таки реальная инфляция. Но сейчас я хотела бы спросить Евсей Томовича. Евсей Томович, вот то, что происходит когда-то в вегетарианские времена, до 2014 года, был такой здравый смысл, что ли, что рубль зависит от цены на нефть. Что есть прямая как бы корреляция между рублем и ценой на нефть. Учитывая, что теперь это ограниченный рыночный курс, да, мы знаем, что он регулируется, все-таки вот то, что происходит с рублем, с какой степени это зависит от того, насколько ЦБ позволяет себе печатать деньги. Мы видим, какие невероятные 40% федерального бюджета на 2025 год идут на Министерство обороны и силовиков. В том числе, насколько я понимаю, если мы берем уже консолидированный бюджет, это и выплаты контрактникам, значит, все эти огромные суммы. Поэтому я помню, что один из эфиров год назад там, или 2 года назад был тоже на эту тему, мы говорили, что это еще форма, так сказать, такая, пополнить федеральный бюджет деньгами. Потому что, ну, как-то из каких-то денег надо же платить контрактникам и за каждое ранение. Но вот сейчас, что ли, перестают платить за любое ранение, а только за тяжелые и так далее. Но все равно деньги огромные. Как пишет в своей статье Алексашенко, их теперь называют молодые богатые. Люди, которые теряют свои конечности, но за это получают много денег. Так вот, скажите мне, вот то, что происходит с рублем, это результат того, что активно печатают рубли, чтобы решить проблемы бюджета, или нет? Во-первых, цены на нефть и те годы предыдущие и сейчас остаются очень важным фактором, определяющим обменный курс. Только что вы упоминали, что до 2014 года обменный курс составлял там 30 с небольшим рублей за доллар, а после 2014 года он резко более чем в 2 раза повысился. Второй раз было еще позже повышение курса, но на самом деле в обоих случаях санкции только частично определяли скачки обменного курса. Мы проводили анализ эффекта санкций 2014 года, первой волны санкций после присоединения Крыма. И там только 1/4 изменения курса определялось, по нашим оценкам, определялось санкциями, а 3/4 именно
скачком цен на нефть. Такая ситуация продолжалась и позже. После, значит, начала войны 22 года уже очень сложно выделить разные факторы, поскольку, как Олег Вицхоки уже упоминал, сейчас курс не рыночный. То есть одновременно вводил ограничения Центральный банк, и поэтому, значит, вопреки интуиции, сначала курс, как вы помните, скакнул до 140 рублей за доллар, потом упал до 55. Значит, определялось и действиями Центрального банка, и теми ограничениями на уже не цены на нефть, а на объемы экспорта нефти и газа. Значит, и какими-то более частными и эмиссией Центрального банка, и какими-то частными решениями Центрального банка, которые меняются все время. Например, проводить ли закупки или продажу валюты на рынке в соответствии с бюджетными правилами, которые тоже диктуют действия Центрального банка на валютном рынке. Да, и к этому еще добавляется и объемы продаж, обязательно требования к продаже валюты экспортерами. То есть сейчас и инфляция, и эмиссия тоже определяет изменение курса. Но при этом вот единственное, что, я думаю, очень слабо действует на курс, это интересы Министерства финансов. Оно, я уверен, хотело бы более слабого рубля и радуется, когда это происходит, но наш центральный банк, он очень независимый. В частности, уж Министерство финансов очень ограниченно имеет возможности влиять на обменный курс. Евсей Томович, все-таки Центральный банк печатает деньги или нет? Да, печатает. Печатает. Какие объемы? Вот были объемы. Я помню, в одном из интервью Алексей Кудрин говорил, что несколько лет назад, что в принципе Центральный банк путем, так сказать, как-то он аккуратно выразился, что он может собрать, значит, вот с рынка, так сказать, за счет там каких-то кредитов 4 триллиона. Олег Вячеславович, я помню, что вы говорили год назад в интервью мне, что Центральный банк напечатал 5 триллионов. Все-таки вот какой объем напечатанных денег? И вопрос вам обоим. И Евсей Томович, и Олег Вячеславович. Позвольте, я скажу, как я об этом думаю, Олег Вячеславович меня поправит, если вы не против. Мне кажется, вот когда говорят печатать деньги, включить печатный станок, вертолетные деньги, это все очень абстрактное понимание того, что происходит. В экономике есть совокупный спрос. И значит, вот когда, например, государство финансирует что-то, например, войну, военное производство и так далее, это увеличивает совокупный спрос. При этом у Центрального банка есть задача снизить совокупный спрос, чтобы это не привело к инфляции. И вот Центральный банк, он как бы, получается, что есть с одной стороны действительно вливание больших государственных расходов в экономику. Это не печатание денег, это государственные расходы. И дальше у Центрального банка есть задача, это можно сказать по-разному, стерилизовать эти расходы, но в целом контролировать объем совокупного спроса. В частности, высокая процентная ставка, она сжимает желание людей инвестировать и потреблять. И это сжимает совокупный спрос. И вот дилемма или драма этого момента состоит в том, что с одной стороны есть огромные государственные расходы, которые увеличивают совокупный спрос в экономике, с другой стороны есть Центральный банк, который пытается вернуть совокупный спрос назад, чтобы контролировать инфляцию. И значит, вот есть ли эмиссия или нет, это не совсем правильный вопрос. Правильный вопрос, удается ли Центральному банку контролировать совокупный спрос. Ответ такой: не очень удается. Совокупный спрос существенно превышает возможности экономики по совокупному предложению.
И это как раз то, почему мы видим ту инфляцию, которую Центральному банку не пытается, Центральный банк не может ее стабилизировать даже с 20, 21, 22% ставкой. Значит, дальше есть вопрос, возможно ли вообще, есть ли вообще такая процентная ставка сейчас, при которой Центральному банку удалось бы стабилизировать этот совокупный спрос. Вот это некоторая драма момента на данной ситуации. У нас нет четкого ответа на этот вопрос. Но вот это, так, мне кажется, правильнее об этом думать. Интересно. Евсей Томович, Олег Вячеславович, у вас есть комментарии? Ну, я могу сказать, что Олег все правильно сказал. Действительно, все определяется спросом, и Центральный банк печатает столько денег, сколько нужно для того, чтобы удовлетворить спрос на деньги. Хотя вот за период 22-24 небольшой грех у Центрального банка был, грех печатания, когда он не зеркалировал расходы из ФНБ. То есть в начале, ну, в 22 году, как бы там в ФНБ была довольно приличная сумма ликвидных активов в виде иностранной валюты. Ну, там доллара, будем прямо говорить. И эти средства стали задействованы бюджетом. Шаг за шагом эти средства направлялись для повышения бюджетных расходов. ЦБ должен был зеркалировать эти Это что значит расходы. зеркалировать для нас, рядовых необученных? Он должен был на эквивалентную сумму продавать иностранную валюту на рынке. Так. Значит, он как бы дал Минфину рубли и должен стерилизовать эти деньги путем продажи долларов. Он как бы рубли обратно забирает. По понятным причинам этого не делал, потому что 22 год был вообще очень таким. Там стал импорт, и очень были высокие цены на нефть, и экспорт нефти никак не ограничивался никакими санкциями. В результате как бы такое огромное количество притока иностранной валюты было на рынок, что если еще Центральный банк ее начнет продавать, то рубль вообще будет не 50, там, а 40. Это тоже очень опасная ситуация. Но она неправильная. А так, в принципе, да, Центральный банк удовлетворяет спрос на деньги. И как бы инфляция, которая сейчас явно ускоряется, она на самом деле, ее источником является не печатание денег, а я бы так сказал, если обобщенно, это очень интенсивное перераспределение ресурсов из продуктивного сектора в непродуктивный. То есть в России не только сейчас, но и 23-й год также, в принципе, количество ресурсов было ограничено. Ну, во-первых, трудовые ресурсы – дефицит, неоткуда взять. Капитальные операции прекратились, то есть притока капитала нет. И, соответственно, это означало, что можно использовать только внутренние ресурсы для того, чтобы финансировать национальную оборону. Как поступило правительство? Оно стало просто увеличивать расходы на национальную оборону. А что это за расходы? Это расходы на производство вооружений, и это расходы на компенсацию солдат, офицеров и тех, кто идет на СВО по контракту за хорошие деньги. То есть на рынок стали выливаться деньги, которые не обеспечены спросом, не обеспечены предложением. Если раньше можно было как бы среагировать и по импорту ввести больше товаров, чтобы удовлетворить этот растущий спрос, то сейчас тоже есть ограничения, потому что импорт с точки зрения логистики и ограничений сильно ограничен. Это привело к тому, что, в принципе, спрос стал расти, Центральный банк его удовлетворял, а предложения нет в достаточном количестве. И теперь сейчас, значит, инфляция говорит о том, что эта проблема обострилась. Если мы, кстати, посмотрим федеральный бюджет 2023 года и 2024 года, ну, который практически закрылся, то поступление НДС около 25% каждый год. С чего бы вдруг в бюджет идут такие большие поступления от налога на добавленную стоимость? Налог на добавленную стоимость – это физическая поставка, умноженная на цену. Это говорит о том, что в оптовом звене на самом деле достаточно сильная инфляция. Видимо, она где-то вот 17-20%. Известно,
как бы опыт, я не хочу сказать, что это теория, но опыт подсказывает, что если в оптовом звене высокая инфляция, то она рано или поздно будет выливаться на потребительский сектор через зарплаты. То есть, если какие-то предприятия, которые не производят товары народного потребления, повышают цены, им есть такая возможность есть, то тогда в конечном счете они повышают и зарплату. А вот зарплата – это уже спрос на потребительские товары. И вот этот механизм, он завелся, он постепенно заводился в течение 2023 года, в течение 2024. И сейчас из-за того, что российская экономика ограничена в ресурсах трудовых, финансовых, потому что нет притока капитала, нельзя занять нигде, то это, и импорт нельзя больше, очень трудно увеличить импорт, потому что с точки зрения логистики и транзакций это очень дорого. Это выливается уже вот в повышенную инфляцию в потребительском секторе. Евсей Томович, ну мы, понятное дело, что мы все время в нашем разговоре используем слово «инфляция», при этом какова реальная инфляция? Вот я, готовясь к этому эфиру, прочитала кучу разных статей, ну, на доступном мне, естественно, уровне. И я так понимаю, что существует огромный разброс мнений по поводу того, какова реальная инфляция в России. И одна из вещей, о чем все пишут, это то, что если с одной стороны говорится, что инфляция там 8-9%, а на отдельные товары может доходить и до 20%, но средняя инфляция по больнице 8-9%, и тогда совершенно непонятна учетная ставка, которая введена Центробанком, и которая делает невозможным просто вести бизнес, потому что деньги становятся безумно дорогими, 21%. 21 сейчас процент, да, или уже 22? Да, 21. Значит, вот первый вопрос. С вашей точки зрения, Евсей Томович, какая реальная инфляция в Российской Федерации? Вообще инфляция, во-первых, у разных групп населения разная, потому что разная структура потребления. Инфляция Росстат считает по средней потребительской корзине, но при этом у самых бедных доля продуктов питания больше половины, у самых богатых она там очень маленькая, может быть, там 10%. Сейчас быстрее всего растут цены на продукты питания, быстрее остальных. Значит, в данный момент у самых бедных самая высокая инфляция, выше, чем средняя, объявленная 8-9. Для самых богатых она, наверное, ниже, но там могут быть рост цен зато на некоторые импортные товары, которые прямо привязаны к росту курса. Поэтому мы не знаем на самом деле по той корзине, которая сообщается, точно такая, но я не думаю, что она там в 2 раза, как некоторые предполагают, выше, чем объявленная. Может быть, чуть-чуть. Там было впечатление, что в некоторые моменты Росстат немножко манипулирует составом корзины, по которой проводится наблюдение, но все-таки это, я не думаю, что там больше, чем несколько процентных пунктов. Вот. Больше гораздо, важнее гораздо различия между разными группами населения. И в разных регионах разная инфляция, и для разных групп населения она разная, поэтому и разные мнения, мне кажется. На самом деле население нигде не может объективно оценивать инфляцию не только в России, везде. Люди считают, что она намного больше, чем официальные цифры. Ну, смотрите, вот здесь, в Соединенных Штатах, сейчас, по-моему, инфляция официальная там около 3%, да? При этом любой человек, который здесь ходит покупать продукты, видит, что цены на продукты тоже очень сильно выросли. Причем вот я человек, который там из всего мяса ест курицу.
Да, так вот, это очень заметно, что это все выросло. Выросли курицы, выросли там фрукты, овощи и так далее. И экономисты здесь говорят о том, что продуктовая инфляция в Соединенных Штатах вот после ковида составила там больше 20% по основным продуктам питания. И это касается, ну, я не знаю, там, наверное, самым богатым 1% населения Соединенных Штатов, может быть, и пофигу, но, в общем, и среднему, и выше среднему классу тоже очень это как-то, по-моему, чувствуется. И вот тут не могу все-таки вас опять не спросить, Евсей Томович, я ведь вас к чему веду? К тому, что ведь вот мы с вами говорили о том, что у вас есть гипотеза, которая заключается, если я могу ее изложить, могу? Да-да. Она заключается в том, что уровень безработицы в России 2,4%. Это все равно, что ее нет. Да? Дикий дефицит ресурсов, трудовых ресурсов на рынке труда. И потому что очень много оттягивается на войну, и потому что погибло или выведено уже из строя, там, по разным данным, безвозвратные потери 600-700 тысяч человек и так далее. Значит, дикий спрос, дикий нехватка, дефицит трудовых ресурсов. Значит, ваша гипотеза состоит в том, как я ее поняла, что Центральный банк сознательно делает очень дорогими деньги, то есть делает высокую учетную ставку, для того, чтобы частные бизнесы не могли особенно развиваться, чтобы трудовые ресурсы перетекали, как Олег Вячеславович корректно назвал, непродуктивные отрасли, то есть ВПК, который производит там танки, снаряды и так далее, все то, что не увеличивает благосостояние людей. Но на бумаге выглядит все чудесно, растет ВВП из-за этого. Таким образом, что это, так сказать, инструмент перераспределения трудовых ресурсов. Я правильно вас понимаю? Ну, примерно. Давайте я тогда более точно сформулирую, как я понимаю ситуацию. Центральный банк ставит своей целью стабилизацию экономики, снижение инфляции, но в обычной ситуации для этого, как Олег Исхоки говорил, нужно ограничить спрос. Сейчас двоякая задача. Во-первых, ограничить суммарный спрос, а во-вторых, провести такой военный разворот. То есть разворот от гражданской части производства, от гражданского к военному. Для этого требуется переток действительно трудовых ресурсов в военный сектор. Российская экономика, российский рынок труда, одно из его фундаментальных свойств – это очень низкая пространственная мобильность ресурсов. То Это есть, по-русски, это что такое пространственная мобильность? значит, чтобы переехать, работник переехал в другой регион, ему нужно очень сильные стимулы, иначе он не тронется с места. Поэтому, чтобы гражданские и военные производства имеют разную локализацию. По-русски, значит, расположенные в одних регионах преимущественно очень много, значит, военного производства, в других его мало. Значит, нужно в том числе, чтобы работники переезжали, не только переходили на другие предприятия, а и переезжали из региона в регион. Для этого в военном производстве нужно очень сильно повышать зарплату. Вот, но если у гражданского сектора второе свойство российской экономики в том, что очень сильна зарплатная конкуренция, то есть не только военные, а все предприятия, если им не хватает работников, пытаются повышать зарплату, привлечь их. Значит, если у гражданского сектора будет возможность повышать зарплату, то они будут в ответ на повышение ее в военном секторе сами повышать, и значит будет бесконечная инфляция, будет постоянно повышать зарплаты во всей экономике. Это приводит к росту цен, это требует нового повышения зарплаты, инфляция тогда никогда не кончится. Поэтому объективно, когда вот так, проведение такого маневра
военного разворота, требует проведения мягкой, стимулирующей бюджетной политики. В основном стимулируется, конечно, военный сектор при жесткой денежной политике, которая, соответственно, тормозит развитие гражданского сектора, чтобы они не могли нанимать новых работников, чтобы эти работники могли переместиться в военный сектор. Понятно. Значит, тем не менее, вот эта ставка учетная в 21%, вот тут мы видели Олег Дерипаска, значит, очень жаловался на эту тему, еще кто-то там из этих приближенных к власти, так сказать, бизнесменов, очень жаловались на эту учетную ставку. 21% учетная ставка – это искусственная ставка, это инструмент или это отражение инфляции? Это, конечно, инструмент стабилизации, то есть инструмент сдерживания спроса. Но результатом такой ставки в условиях, когда бюджетные ресурсы увеличиваются для военного сектора, не увеличиваются для других, будет то, что, значит, будет сдерживаться гражданское производство и свободно и расти производство военное. Ну, понятно, да, это я поняла. Олег Ицхохи, что вы скажете по поводу такой гипотезы? Собственно, Олег Вячеславович это другими словами раньше тоже, вот, в общем, примерно говорил о том, что российское государство, так сказать, использует деньги как инструмент стимулирования, прежде всего, военной экономики, которая соответствующим и, кстати, является движителем ВВП. Что вы думаете по поводу этой гипотезы? Ну, смотрите, мы все пытаемся примерно одно и то же сказать. Давайте я такой summary сделаю. Как, мне кажется, правильно думать о ситуации? В экономике огромный стимул государственных расходов. В основном военные отрасли. Но вот в экономику добавляется совокупный спрос от государства. Порядка примерно 10% ВВП. Это гигантская сумма. При этом производственные возможности экономики ограничены. Часть людей отправлена на войну, сами отправились туда, часть людей эмигрировала, часть людей заняты в новых военных производствах, но вот для гражданской экономики остается меньше людей. Что в этой ситуации можно сделать? Ну, если есть деньги, то можно купить импорт. Из-за санкций импорт стало покупать сложнее. Да? Часть внутренних отраслей, как автомобилестроение, другие технологические отрасли, они сжались. Тут надо замещать импортом. Да? Но вот если нельзя этот спрос заместить импортом, и его не из чего произвести внутри экономики, потому что людей стало меньше, то у вас возникает дисбаланс. Это такой реальный дисбаланс между спросом на реальные вещи, на человеческие тела, да, которые должны работать или отправляться на войну и так далее, и предложение, с другой стороны. Вот у вас есть этот дисбаланс. Как этот дисбаланс может решиться? Ну, что-то должно стать дороже в экономике, да, вот потребительская корзина должна стать дороже. С другой стороны, можно просто поднять процентную ставку тоже. Это некоторый инструмент политики, как вот Евсей описывал, чтобы людям хотелось меньше, фирмам хотелось меньше инвестировать, людям хотелось меньше потреблять товары, а наоборот откладывать деньги, которые есть на сберегательный счет под высокую процентную ставку. Это некоторый инструмент создать заново вот баланс между спросом и предложением. Получается так, что этот баланс сложно нащупать для экономики. Вот при том гигантском государственном стимулировании, которое происходит, этот баланс, он не нащупывается. Он требует либо как бы изъять возможность у людей потреблять, который сейчас достигается за счет высокой процентной ставки. Если процентная ставка больше не будет работать, то в целом государству нужно как-то изъять возможность у людей много потреблять. Например, Товарищ Сталин придумал прекрасный способ отправить одну вот есть... часть страны в лагерь, а второй будет его охранять. Ну, нет, тут есть другой вопрос. Как сделать так, вот люди получают зарплату, как сделать так, чтобы они ее не тратили на товары? И один способ этого достичь – это через высокую процентную ставку. Если это не работает, то можно каким-то образом забирать сбережения у людей.
До этого мы не дошли, мы этого не видим еще пока. Но это все инструменты, которые потенциально могут быть где-то на горизонте. Вот сейчас драма момента состоит в том, возможно ли сбалансировать совокупный спрос и предложение с вот этой 21% ставки. Значит, ответ на этот вопрос мы в ближайшие сколько-то месяцев узнаем. Но в целом вот эта дилемма момента, она никуда не денется. Есть дисбаланс между спросом и предложением, который пока никак не решается. Импорт не решает эту проблему на данный момент, и внутреннее производство не решает эту проблему. Как из этой ситуации, какой выход будет найден, ну вот мы будем смотреть. Да, может быть, процентную ставку поднимут до 22 или 25%. Решит ли эту проблему или нет? Может быть, как вот вы назвали, там Олег Дерипаска или кто-то еще, лобби промышленное заставит снизить процентную ставку и решать это другими инструментами. Ну, например, изъятием сбережений у людей, да, или какими-то другими То есть девальвацией, заморозками. правильно? Когда вы говорите изъятие сбережения, девальвация, это некоторые меры финансовой репрессии, когда людям нельзя будет снимать деньги с банка, чтобы их потратить, или там сбережения могут быть конвертированы в какие-то военные облигации. Но это все как бы фантазии, да, это на каких-то горизонтах может произойти. Пока инструментом, которым пытаются пользоваться, это процентная ставка. Пока он не решает эту проблему дисбаланса. Да, вот то, что дальше придумают, ну, тут можно фантазировать, какие еще меры будут на горизонте. Но вот то, что надо держать в голове, что есть дисбаланс между спросом и предложением, который никуда вот не девается пока. Спасибо. Олег Вячеславович, вот вы слышали, что Олег Цхоки упомянул финансовые репрессии, а я вообще произнесла ужасное слово девальвация, поскольку я живу значительно дольше, чем Олег Цхоки, и хорошо помню еще Павловскую реформу, и потом изъятие всех сбережений в Сбербанке, и потом другие, значит, реформы, которые обязательно половинили, то есть твой карман сильно. Это грозит девальвацией и финансовой репрессией? Что вы скажете? Вы находитесь там на земле. Ну, смотрите, в принципе, сейчас все-таки подход такой. Значит, откуда берется спрос? Потребительский, я имею в виду, данных, так чисто технически. Это рост зарплат и кредит. Причем кредит не только потребительский, но, возможно, и корпоративные кредиты, которые как бы позволяют поддерживать рост зарплаты в некоторых компаниях. То есть вот этот совокупный спрос потребительский, он сейчас слишком большой. И что делает Центральный банк? Он говорит, я повышу ставку. Ровно настолько, насколько это будет нужно. Ну, пока это 21. Чтобы, прежде всего, затормозить потребительский кредит. И это происходит. Потребительский кредит, включая, кстати, ипотеку, эти все цифры находятся в минусе. Корпоративный кредит только сейчас начал замедляться. Он укорачивается и замедляется. И вообще любой экономист скажет, что есть такая ставка, при которой этот корпоративный кредит вообще встанет. Ну, понятно, в любой экономике. Значит, как дальше действовать будет механизм ограничения спроса? Если компании, ну, то, что касается граждан и домашних хозяйств, все понятно. Потребительского кредита у них нет, остается зарплата. Зарплату люди получают на работе. В компаниях, крупных, мелких, самозанятые. И если российские компании окажутся в ситуации, когда они не могут получать кредит по высоким, по нормальным ставкам, они будут поступать очень просто. Они будут сокращать людей, ну или просто зарплаты не будут повышать, как минимум, и не будут реализовывать те инвестпланы, которые были у них намечены. Все это приведет к торможению роста зарплат, а может даже и вообще к остановке. Это, конечно, касается прежде всего не военного сектора, не национальной обороны, где там, если Минфин будет продолжать финансировать, там возможности повышения зарплат будут. Но все-таки там занята существенно меньшая часть, чем вообще во всей экономике России. Поэтому, в принципе, вот эта высокая процентная ставка, которая, наверное, еще не остановится, она может сработать. Но сработать в смысле, как воспрепятствовать дальнейшему раскручиванию инфляции. Но цена очень высокая. Потому что, по сути,
целый ряд компаний, которые закредитованы сильно, они вынуждены будут очень сильно меняться. Продавать активы, вообще там, тормозить любое развитие. Вот это вот и есть такое как бы высокая цена в этой ситуации, которая сложилась в России. Если раньше, когда Центральный банк повышал процентную ставку, то прежде всего работал арбитраж и carry trade, то есть шел приток капитала извне, который укреплял рубль и давал ресурсы экономике дополнительные. Соответственно, это позволяло увеличить импорт. Укрепляющийся рубль давал возможность увеличивать импорт. И это компенсировало дефицит предложения. Сейчас эти все механизмы не работают. Поэтому работает только процентная ставка. Ну, еще, возможно, Центральный банк может там различными способами значит, нормативов, буфер капитала, еще дополнительные ограничения вводить на то, чтобы банки не кредитовали активно, особенно закредитованные компании. И это Центральный банк делает. Поэтому я считаю, что да, он может справиться с инфляцией. Цена высокая будет. Но все-таки финансовые репрессии будут или нет? Я вот почему об этом говорю? Они тогда не понадобятся, ну, в этой логике. В этой логике они не понадобятся. Ну, почему-то они понадобились последнему премьер-министру советского правительства Павлову, почему-то они понадобились гайдаровскому правительству и так далее. Все время как-то вот эти отнять немножко денег из карманов, репрессировать сбережения всегда как-то использовались, Олег Вячеславович, даже в ваше время. Я бы гайдаровское правительство в этом не обвинял, тогда было совершенно другое. Ну, не будем уходить в это, пожалуйста, Олег, я вас умоляю. Давайте все-таки, вот хочется понять простой вопрос. Будут репрессии финансовые или нет? Если действовать в логике Центрального банка, они не нужны. Если лобби, не знаю там какое, представленное Дерипаской, если Центральному банку не дадут выполнить те вещи, которые он должен сделать и которые он сейчас делает, то тогда, значит, получается, что могут работать только административные меры. Какие они будут, не берусь предсказывать. Вы знаете, вот я думаю, что историкам экономики сейчас очень полезно читать то, что делал Адольф Элоизович в известной стране, которую он принял с колоссальной инфляцией, и которая закончилась абсолютным крахом. У Адольфа Лависовича был очень простой, конечно, инструмент. Он просто взял и экспроприировал, значит, все банковскую улицу, ювелирную улицу, улицу драгоценных камней, поскольку и улицу страхований, потому что это то, что держали евреи в Германии. И объявил, значит, небольшое племя, которое составляло 0,73% населения Германии к 1933 году, объявила их во всем виноватым. Это был очень удобный способ, и поэтому можно было повышать сколько угодно налоги, и всяким Круппам, Тиссонам и прочим, значит, большим сторонникам Адольфа Элоизовича и его национал-социалистической партии Германии это оказалось очень выгодно, даже при больших налогах. Но главное, чтобы была возможность экспроприировать чего-нибудь у врагов немецкого народа. Хочу закончить с этой темой, потому что мы начинаем ходить по кругу по поводу, значит, процентной ставки и инфляции. И вот о чем вас спросить. Значит, появилась, как вы, наверное, все знаете, статья Сергея Лисашенко с авторами, в котором есть два принципиальных положения. Она называется «Надежный тыл диктатора», и она говорит о двух достижениях последних времен. Значит, первое – это то, что благосостояние россиян растет. При этом авторы настаивают на том, что санкции ударили только по то, что называется upper middle class, то есть по высшему среднему классу, а в общем наиболее обиженные слои населения, и особенно добавим в различные глубинки России, где зарплаты всегда были ужасающе маленькими, и где была страшная бедность, которая не видна из Москвы, из богатой, значит, обжирающейся Москвы.
что на самом деле благосостояние людей сильно выросло. Это первое положение этой статьи. И второе положение этой статьи, что это позволило, и, так сказать, рыночная экономика, которая оказалась значительно менее ригидной, чем советская экономика, чем советская плановая экономика, и действия, согласованные действия финансовых властей, которые были очень профессиональными, никак не оценивая моральную сторону этих действий, что это позволило создать надежную подушку для диктатора, для Путина, и таким образом российская экономика может быть вполне стабильной еще на ближайшие 3-4 года. И у меня сразу целый серия к вам вопросов по этому поводу. Значит, вопрос первый. Он был сформулирован в интервью политэкономиста Константина Сонина, профессора Чикагского университета, в котором он, главное, так сказать, положение этого его интервью и критика статьи Алексашенко с авторами заключается в том, что статистика, которую дает Росстат, верить нельзя. Вот Евсей Томович уже сказал, что там Росстат что-то мутит с корзиной потребительской. А мы с вами давно живем на свете и помним знаменитую статью новосибирского экономиста Ханина в «Науке и жизни» в советское время, которая называлась «Лукавая цифра». И это была принципиальная совершенно статья, в которой он просто говорил, что вся российская, советская, значит, политэкономия социализма построена на абсолютном вранье и на лукавой цифре. Значит, вопрос первый. Я внимательно читала статью Алексашенко с компанией, с авторами, и меня, кстати говоря, меня резануло то, что они нигде не дают ссылки на источники своих данных. Во всяком случае, я не нашла, может быть, я что-то не нашла, но, казалось бы, против каждой цифры должно быть все-таки указано, откуда эта цифра берется. Итак, мой первый вопрос. Насколько можно верить той статистике, которую дает Росстат? Олег Вячеславович, вы с нами или пропали? Переподключился. Спасибо. Да, вы отсюда. Вот, я вернулся. Спасибо. Вы слышали мой вопрос? Насколько можно верить статистике Росстата, на которой основывается статья Алексашенко и с авторами, и утверждается, что благосостояние россиян за время войны выросло? Вопрос ко мне. Ну, вопросы к вам тоже. Насколько все-таки вы понимаете статистику Росстата? Значит, статистика, которая есть, другой нет. Ну, хорошо. Вы же понимаете, это лукавая цифра или не лукавая цифра? Не совсем. Я согласен с Евсеем, что, в принципе, значит, мы говорим о двух показателях. Инфляция и реальный рост ВВП. Значит, что касается инфляции, я с Евсеем совершенно согласен. Она очень разная для всех. Например, есть такой слой населения, которое в основном потребляет с личного подсобного хозяйства и не пользуется услугами салонов, ресторанов и так далее, где, кстати, очень сильно выросли цены, на самом деле, в стране, это известно. Поэтому средняя по больнице создается Росстатом на основе вот такого как бы охвата вот всех таких слоев населения. И какие они туда ставят веса, это вопрос закрытый. Росстат вообще перестал публично показывать корзину, не так давно, кстати, по которой они считают индекс потребительской инфляции. Но, тем не менее, индекс растет. И последние декабрьские данные говорят, что если там аннулизировать, то есть превратить такой как бы помесячный рост в годовой, то это может быть там уже и далеко двузначная инфляция. И, собственно говоря, когда я спрашиваю официальных лиц, и в Центральном банке, так, в разговоре просто, как вы относитесь? Они говорят, нет других цифр, скорее всего, это как бы и есть та инфляция, которая есть в стране. Но, может быть, есть плюс-минус. Что касается вот дефляторов ВВП, то это вопрос очень хитрый. И, кстати, этот вопрос не только среди простых экономистов задается. Дело в том, что сейчас из-за того, что все-таки
достаточно большая доля, 6 или 7% ВВП, это уже деятельность в области национальной обороны, то возникает вопрос, а как там считаются дефляторы? Это же А вы не такой... можете сказать для рядовых необученных, что такое дефляторы? А дефлятор это как бы коэффициент, с помощью которого номинальный рост, какой-то там номинальный объем производства приводится в реальный при сравнении года к году. Мгм. И похоже, что там есть какие-то не очень, как сказать, правильные измерения. И я еще раз говорю, что если там инфляция в оптовом обороте порядка 17-20%, это по НДС видно, то, скорее всего, дефляторы, которые там применяются, они занижены. И это дает рост. Это дает рост, во-первых, валового внутреннего продукта. Что касается реальных зарплат, то здесь все просто. Номинальные растут, а делим на индекс потребительских цен, который публикует Росстат. Значит, здесь, скорее всего, я считаю, что рост действительно был. Я думаю, что это так. Вы имеете в виду рост ВВП, то есть Нет, благосостояние страны в целом. рост реальных доходов населения. В Так. том ключе, как это измеряет Росстат. Вот. Но надо сказать, что в ближайшем будущем уже вот я такого совершенно не вижу роста. Ну, никак не получится. В ближайшем будущем что вы имеете в виду? Ну, следующий Завтра 25 или год. через год? 2025 год. 2025 год. Ну, Олег как Вячеславович, примерно. вот я опять из этих рядовых необученных, который разговаривает там с людьми в разных городах России. И я, конечно же, людей спрашиваю, потому что, к сожалению, я не могу въехать в страну, и поэтому я не могу пощупать ситуацию на земле, что я всегда делала, когда работала журналистом в России. И тем не менее, я с кем я не говорю, неважно в какой точке Российской Федерации, все мне говорят две вещи. Первое, ужасно выросли цены на продукты, причем мое окружение это вовсе не значит, высший средний класс, это обычные люди, которые очень сильно потеряли с начала войны. Значит, очень выросли продукты питания. И ужасно выросли цены на лекарства. Люди ездят в Турцию, например, и какой-нибудь там препарат для статины, которые нужны для тех, у кого повышенный холестерин, и, соответственно, это главный предиктор инфарктов и инсультов. Если в Москве он стоит 4500 на месяц, то в Турции это стоит 500 рублей в пересчете на рубли на месяц. То есть класс очень выросли. Значит, людям, на самом деле, не говоря о том, что совершенно не растут пенсии. Это я просто на собственном примере вижу, что они совершенно обрушились, эти все пенсии. Поэтому я опять не понимаю, все-таки вот Росстату, то есть я понимаю, он меряет среднюю температуру по больнице, но Совок же делал ровно то же самое. Они как бы делали вид, что у них тоже там какие-то, ну, правда, это основывалось еще на том, что с мест шло абсолютное вранье, потому что за вранье, за хорошие цифры никто не наказывал, а за плохие снимали с должности первого секретаря обкома, райкома и так далее. Вот. Так что это по поводу благосостояния. Поэтому я никак не могу понять, как может расти благосостояние. Ну да, люди за своих погибших мужей, братьев и так далее, и сыновей имеют возможность там, купить квартиру, машину и так далее. Это интересный эксчейндж, вообще решение многих проблем, как кто-то, когда писал давление на трубу. Чем меньше населения, тем меньше, значит, нахлебников на нефтяной трубе. Но я не очень понимаю, как это транслируется в благосостоянии. Евсей Томович, что скажете? Но мне кажется, что такой подход опрашивать своих знакомых и на основе этого пытаться представить общую картину все-таки не очень хорошо работает. И причем, как я говорил, во всех странах. Людям, ну, когда-то там руководитель миссии МВФ в России, я ему сказал, что
люди не верят в официальные цифры, объявленные Росстатом по инфляции. Он засмеялся, сказал, моя жена тоже никогда не верит, когда я говорю официальные цифры инфляции в Америке. Ну, вот так устроено сознание. Поэтому э, правильнее говорить, вообще, можно ли доверять тем цифрам, на которых построены выводы доклада Алексашенко. Мне Да. кажется, во-первых, главная проблема сейчас не то, что стали менее достоверными цифры, объявляемые. Ну, может быть, увеличилось там какие-то манипулирования данных, но я не думаю, что кардинально. Большая проблема то, что очень много данных вообще исчезло. То есть по поводу такого важнейшего показателя, как военные расходы, известно, сколько закладывается в закон о бюджете военных расходов, но неизвестно, сколько фактически тратится. Это не сообщается. Раньше все сообщалось каждый месяц. Вся структура расходов очень аккуратно сообщалась. Сейчас этого нет. Значит, и это только один из примеров. Э, Очень многие данные просто исчезли, теперь закрыты. Вот там экспорт нефти тоже стал закрытой информацией. Вот. Но мне кажется, что даже несмотря на это, несмотря на то, что многих данных нет, а многие остальные к ним теперь я бы меньше, им я теперь немножко меньше доверяю. Тем не менее, качественную картину, я считаю, что даже имеющиеся данные позволяют оценить. И качественная картина, я не вижу противоречий ни в каких данных этой качественной картине, в том числе в нее входит то, что в депрессивных прежде регионах очень существенно выросли доходы, как это пишет Алексашенко с коллегами. И это понятные источники этого. Многие регионы, где очень много военной промышленности, теперь, значит, стали там люди получать, там меньше стало безработных, и у тех, кто работает, гораздо достаточно высокая зарплата, и выплаты контрактникам, и выплаты за погибших или раненых участников войны. Все это реально повысило их уровень жизни. И косвенно об этом свидетельствует и инфляция, потому что инфляция – это как раз, как сегодня уже говорили, результат того, что да, спрос увеличился без увеличения предложения. Поэтому у людей стало больше денег, товаров больше не стало, значит, растут цены. В депрессивной экономике цены, наоборот, снижались бы. Вот, поэтому мне кажется, что интереснее было бы обсудить не точность исходных данных, а верность выводов доклада Алексашенко по имеющимся данным, с учетом имеющихся данных. У вас, у экономистов, это интересно. Вот у нас, у журналистов, нельзя делать выводы, если вы не можете проверить источники. Послушайте, но это-то у вас, это краеугольный камень вашей науки, что у вас должна быть проверяемость данных. Но у вас авторы не дают ссылки на источники. Значит, вы проверить ничего, Евсей Томович, не можете. Нет, Ну, не извините, совсем ради так. бога, я, Наверное... наверное... Нет. Речь идет о том, что если мы хотим сказать, какой точно, если мы должны спрогнозировать, какой точно будет рост экономики в следующем году, то нам нужны точные данные. Если мы хотим сказать качественный вывод, будет ускоряться или замедляться рост экономики, есть ли источники, возможные источники каких-то кризисов, или их нет, как говорит Алексашенко. Для этого нам достаточно качественной картины, которые можно составить по имеющимся ограниченным данным. Спасибо. Мы обязательно вернемся к этому вопросу. Олег Ицхоки. Вот Сергей Алексашенко с авторами пишут.
Если в апреле 2022 года Всемирный банк прогнозировал падение российского ВВП на 11,2%, то итоговая оценка составила лишь минус 2,1%. В 2023 году экономика российская выросла на 3,6% против январского прогноза МВФ в 0,3%. То есть МВФ прогнозировал 0,3%. В 2024 году рост может составить 3,8-4%, при том, что в начале года международные эксперты давали 1,3%. Константин Сонин на это возражает. И он говорит, что был доклад некой стокгольмской экспертной группы, которая показала, что изменение одного параметра в модели, а это же мы все имеем, мы же понимаем, что все эти оценки ВВП – это модели, да? Куда, то есть закладываются, значит, разные переменные. И говорится о том, что и он говорит о том, что просто если инфляция, скажем, сейчас 15-17%, все то, что Алексашенко, Некрасов, Иноземцев описывают, весь этот рост, пишет, говорит Сонин, становится спадом. И картина становится в гораздо большей степени напоминающей то, что я писал выше, то есть кризисная ситуация экономики. Я помню, когда меня на курсах по статистике здесь в Гарвардском университете учили, что, например, там есть такая статистическая программа, да, которая позволяет убирать всякие посторонние шумы статистических данных. То есть все-таки можно как-то более-менее выявлять реальную дату, даже когда вы имеете дело с большим количеством погрешностей. Вопрос к вам, Олег Ицхович. Все-таки вы полагаете, что Константин Сонин в своей критике ошибается, или в этом есть здравое зерно? Послушайте, я согласен в большей степени с тем, что и Олег, и все здесь сказали. Мы точно не знаем, что произошло с благосостоянием. Мы не знаем в точности, какая была инфляция, но мы понимаем, какие тренды в экономике. Но в частности, мы приблизительно представляем, что инфляция двухзначная и ускоряющаяся. Если вы хотите в точности знать цифру, она, скажем, сейчас там 16% или 14%, мы этого не сможем восстановить из данных. Ну и в действительности, потому что она очень разная для разных категорий, и реальные доходы выросли по-разному и так далее. Но мы знаем макроэкономическую ситуацию, в которой действительно есть общий рост ВВП, и в которой есть ускоряющаяся инфляция. Этот рост ВВП, он состоит складывается из многих разных компонентов. Какие-то компоненты растут быстрее, какие-то компоненты растут медленнее, какие-то стагнируют. В каких-то отраслях произошел спад и не было восстановления после 2022 года. Вот это общая картина. Дальше, мне кажется, что имеет смысл обсуждать. Это мы находимся в ситуации, которая предвещает кризис, или это ситуация стабильности. Вот доклад Алексашенко и авторов, как мне кажется, с чем действительно имеет смысл там спорить, это, значит, вот действительно ли у нас есть признак стабильности на многие годы вперед, на 3-5 лет, как они говорят, или мы можем увидеть какие-то предвестники кризисов данных сейчас. Да? И вот то, что мы обсуждали, драма, связанная с ускоряющейся инфляцией, с высокой процентной ставкой, которая, возможно, повысит, либо произойдет какое-то интересное событие, значит, в Центральном банке и так далее. Вот это, мне кажется, то, что интересно наблюдать на ближайшие несколько месяцев. Как Олег Югин говорил, позволит ли Центральному банку продолжать эту деятельность или не позволит в какой-то момент. Вот это некоторая драма. Является ли она предвестником кризиса? Нет, она не является прямым предвестником кризиса. Значит, вот откуда может произойти кризис? Кризис может произойти, когда есть какие-то существенные дефициты. Да? В российской экономике существенный профицит торговли, то есть экспорт превышает импорт. Вот чтобы произошел кризис, часто это происходит, когда импорт превышает экспорт и нечем платить за импорт. Вот этого нету в российской экономике. Экспорт превышает импорт. То есть этого источника кризиса нет. Есть какой-то дефицит бюджета, но он не такой большой, находит способы, как его покрыть из года в год. Да? Поэтому мы пока не видим. Чего нету? Нету макроэкономической стабильности. Вот такой трейдмарк путинского 25-летия – это была макроэкономическая стабильность. То есть это когда не было дефицитов, и при этом была низкая падающая инфляция, накапливающиеся всякие
фонды благосостояния, стабилизационные фонды и так далее. Вот чего нету к концу 2024 года, это макроэкономической стабильности. И это создает потенциальные риски. Вот когда мы смотрим на год вперед, отсутствие макроэкономической стабильности создает потенциальные риски. И это действительно то, где сейчас вот такая драма экономическая развивается. При этом, если вот такие четкие предвестники кризиса, ответ такой: вот на данный момент сказать, что мы видим, как будет развиваться кризис в ближайшие месяцы, такого нету. Да? Что происходит с благосостоянием граждан за последние 2,5 года? Значит, сказать, для какой доли людей оно выросло, для какой доли людей оно упало, это достаточно сложная задача с текущими данными. Я бы не взялся ее делать. Конечно, было бы здорово, если бы кто-то сделал этот анализ. Я не уверен, что мы его увидим, но очевидно, что это не станет источником кризиса, что вот мы не видим, что падающее благосостояние граждан, если такое есть, станет источником экономического кризиса. Поэтому я вообще не вижу смысла смотреть в эту сторону. Мне кажется, куда надо смотреть, это смотреть на разные макроэкономические вещи, дают ли они нам предвестник этого. И ответ такой: вот на данный момент четкого предвестника нету, но с другой стороны, взяться и сказать, что на 3 года вперед есть макроэкономическая стабильность, конечно, тоже нельзя. То есть, мне кажется, мы находимся в ситуации, где есть очевидные макроэкономические проблемы, но это не означает, что вот все сейчас в течение какого-то срока это приведет к значит, кризисной ситуации в экономике. Но это те проблемы, с которыми приходится бороться, и ну вот, значит, там правительство, Центральный банк борется с ними по мере их поступления. Пока ни одна из них не стала ну, такой критической. Да? Но это не означает, что если там в течение 3 или 6 месяцев произойдет макроэкономический кризис, это будет очень удивительно. На самом деле это тоже вполне можно себе ожидать. То есть я бы описал эту такую ситуацию, где ничего не предвещает кризиса сиюминутного, но при этом мы действительно находимся в ситуации, где может произойти целый ряд событий, которые могут эту ситуацию резко изменить. Это и падение цен на нефть, это и какая-то драматическая ситуация на валютном рынке, это и что-то связанное с инфляцией и процентной ставкой. Все это может кардинально измениться в течение 6 лет. Мы не находимся в ситуации такой макроэкономической стабильности, которую можно прогнозировать на года вперед. Мне кажется, это тоже неверно так считать. То есть все-таки название статьи «Надежный тыл диктатора». У диктатора надежный тыл в виде российской экономики или нет? Я все-таки никак не могу понять. Вот я понимаю своими ограниченными мозгами, что ВВП – это благосостояние, это богатство всей страны, да? Значит, половина ВВП сейчас происходит из-за того, что что-то такое производится, а через 2 дня это что-то такое перестает существовать, потому что это взрывают или это взрывается и так далее. То есть мне не холодно, не горячо от того, что ВВП растет от того, сколько выпустили ракет, танков Совершенно и так верно. далее. Так, правильно? Значит, это не Совершенно делает верно. меня богаче. Давайте Но, я Евгения Марковна, смотрите, дайте я скажу буквально Да-да, маленькую реакцию и вам уступлю. Нет, уж вы Гораздо тогда более обращайтесь правильное- ко мне, Женя. Если я вас зову Олег, то Да, будьте Женя. любезны обращаться Гораздо ко мне, правильное название статьи было на Ри-Раша, которое называется «Что сломает спину верблюда?». Это гораздо более правильный подход к вопросу. То есть, да, действительно, на 2,5 года или почти 3 года с начала войны экономика не стала препятствием. Значит, накопленные резервы до этого и сверхдоходы от нефти в 2022 году и продолжающиеся высокие доходы от экспорта, которые превышают расходы над импорт, это все позволило пройти этот интервал, когда экономика не стала препятствием. Но при этом мы живем в условиях, когда никто не знает, что станет соломинкой последней, которая сломает спину верблюда. Мне кажется, это гораздо более правильный подход к ситуации. Это ситуация, где нет макроэкономической стабильности, которую можно прогнозировать на года вперед. Я бы об этом думал так. Спасибо. Евсей Томович, Олег Вячеславович, ваш взгляд, пожалуйста. Значит, я как-то так смотрю. Значит, есть ограниченное количество ресурсов. Я уже несколько раз говорил сегодня, что вот и трудовые, и финансовые, и импорт, потому что это зависит от экспорта, а экспорт – это нефть, а нефть зажата. Значит, если есть намерение и дальше из этого ограниченного количества ресурсов черпать ресурсы на национальную оборону, то есть на производство непродуктивное, да, то это значит, надо это у кого-то отнять.
понятно, что в конечном счете это отнимается у населения, у людей, у домашних хозяйств. Значит, до сих пор вот эти 2 года, 23-24, которые пролетели очень быстро, это удавалось делать как бы без такого серьезного ущерба. Сейчас растущая инфляция сигнализирует нам, что предел найден, что дальше это уже происходить может только либо за счет инфляции, которая будет обесценивать зарплату и доходы трудящихся, этот процесс пойдет. Либо, если Центральный банк ему дадут возможность принять все меры для того, чтобы остановить инфляцию, тогда дальнейшее перераспределение пойдет за счет гражданского сектора. То есть, ну вот, крупнейшие российские компании, и государственные, и негосударственные, они должны будут просто большую часть прибыли отдавать не в инвестиции, не на повышение зарплаты, а в бюджет на вот национальную оборону. Это еще один вариант. И он тоже возможен. Наверное, может быть, вот наши коллеги, которые писали эту статью, они имели в виду, что как бы подспудно, что у населения можно взять эти деньги, и ничего страшного не произойдет. Ну, то есть, да, будут там жить не так хорошо, как там говорится, никогда так не жили, но и не будем. Вот. И есть, конечно, еще один глупый вариант, на который как бы власти и могут пойти, но я думаю, что все-таки до этого не дойдет. Это не дать Центральному банку исполнить свою функцию, а поскольку инфляция – это очень плохо, то применять какие-то административные меры, о которых, вот, Жень, вы тут как вариант говорили, там, изъять сбережения, там, еще что-то. Я считаю, что это большая глупость, потому что сбережения уже в экономике, этих денег уже нет, они уже крутятся в экономике. Нельзя дважды использовать то, что уже использовано. Вот. Это только, может быть только один мотив, это если люди как бы возьмут эти деньги и попытаются вывести их за границу. Вот это действительно нужно что-то делать с этим. Либо просто ставить забор, либо замораживать эти все попытки. Все остальное – это очень неконструктивно. Это очень неконструктивно и опасно с социальной точки зрения. Поэтому я считаю, что, скорее всего, Центральному банку дадут возможность довести дело до конца. Но если как бы все-таки это не получится, то, значит, скорее всего, просто будем жить при инфляции. Спасибо. Евсей Томович. Но действительно очень различные мнения есть по поводу запаса прочности нашей экономики, начиная от того, что завтра все обвалится, и кончая докладом Александра коллегами о том, что большой запас прочности, мне кажется, что во многом такая путаница из-за того, что люди все события, которые происходили с начала войны, сваливают в одну кучу, а на самом деле они достаточно четко делятся на 3 этапа. Ну, они один за другим шли с перекрытием. То есть первый этап – это были санкции и их преодоление. Достаточно успешно прошла российская экономика. Это много обсуждалось, и вполне разумно есть объяснение этого. Это примерно закончилась адаптация к санкциям где-то в середине 2023 года. Не значит, что исчез эффект их, просто он стабилизировался. Эффект, и уже механизмы стабилизировались, сложились преодоления. Второй этап, который чуть раньше начался, с начала 2023 года, это вот военный разворот, то есть форсирование военного производства и одновременно отвлечение, активное отвлечение людей, вовлечение в войну и форсирование производства вооружений. Этот этап, да, на первом этапе в 2022 году прогнозировали очень большой спад, он оказался не таким большим, но учитывая, что ожидался рост на 3% ВВП, до начала военных действий, значит, все-таки был потери по сравнению с ожиданиями достаточно были значимыми. А на втором этапе произошел рост, ну там по официальным данным 3,6%, неважно, это чуть больше, чуть меньше, но вообще он сопоставим с потерями предыдущего первого этапа. Но
как уже правильно говорилось, за счет той продукции, которая несъедобна, которая ничего не дает людям. Это правда. Вот. Ну и к середине этого года эффект значит, этого разворота военного уже выдохся в основном. То есть производство начало стабилизироваться, а к концу нынешнего года уже рост почти прекратился, а в некоторых секторах, как, например, в строительстве, уже даже пошел спад. И одновременно, значит, чуть раньше этого начался третий этап – это борьба с последствиями от военного разворота. Значит, борьба, ну, возникли, как говорилось много раз сегодня, дисбалансы на нескольких рынках, на рынке потребительском, на рынке труда и в бюджете. Значит, для стабилизации нужно с ними бороться. И вот здесь как раз я не согласен с докладом Алексашенко, с коллегами. Они говорят, что экономика перешла в новое стабильное состояние, может в нем долго находиться. А на самом деле на втором этапе мы ушли от стабильного состояния и сейчас только начали, значит, возвращать в это стабильное состояние. И еще даже не достигли середины этого процесса, поскольку продолжает снижаться безработица, то есть растет дисбаланс на рынке труда. Вообще-то нормальный уровень безработицы для нас оценивался еще там до всего между 4 и 5% безработица, нормальная для нас. Сейчас в 2 раза меньше этого нормального уровня и продолжает падать. То есть уходит все дальше от нормального стабильного уровня. Значит, в бюджете некоторые источники стал использовать Минфин, повышаются налоги. Вот. Но все равно очень сильно увеличивается еще больше в будущем году, согласно бюджету, военные расходы, то есть проблемы серьезные остаются. Есть признаки того, что, значит, финансирование дефицита становится монетарным, то тоже не есть признак нормальности и стабильности. Значит, и кроме того, что еще далеко от восстановления стабильности, сами меры по стабилизации, они создают новые дисбалансы, они создают новые проблемы, поскольку повышение процентной ставки для стабилизации цен, оно дестабилизирует, оно негативно действует на производство, значит, еще меньше производства, выпуск товаров, значит, еще сильнее дисбалансы на товарных рынках и так далее. Поэтому, значит, я считаю, что мы только начали проводить стабилизацию, еще это болезненный процесс в любом случае, и уже чувствует наша экономика негативные последствия этой стабилизации. И создаются новые риски, то есть, например, вот только что вышел там материал Центра макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования, который создавал Белоусов. Там показывается, что при высоких ставках растут риски банкротства предприятий, ну, в частности, из-за того, что дороже, у них меньше доступ к денежным ресурсам, дороже обслуживание долга, и причем в зоне повышенного риска оказываются многие такие крупные отрасли, массовые, такие как транспорт, как розничная торговля, строительство. Значит, следующим последствием этого может стать банковский кризис, поскольку если много компаний банкротятся, то, соответственно, возникают проблемы у банков, поскольку они не могут
возвращать взятые раньше кредиты. Вот, поэтому мне кажется, что картина такая, не такая благостная, как пишут Алексашенко и компания, хотя все равно очень много есть факторов, которые, которые на это повлияют и которые трудно предсказывать. Поэтому я не могу сказать, что точно нам грозит кризис, но и я бы не стал говорить, что точно все пройдет спокойно. Ну и здесь во многом это зависит еще от экономической политики. Вот здесь мы обсуждали, значит, как будет, какие варианты есть, значит, поведение правительства с будет ли увеличиваться, сохраняться процентная ставка, или же вместо этого ведут финансовые репрессии. На мой взгляд, я не думаю, мне кажется, что в последнее время все-таки власть старается принимать не принимать самые непопулярные решения. Мне кажется, что замораживание вкладов это была бы очень непопулярная мера, поэтому я не думаю, что это вероятно. Но мы видим, что, скажем, очень сильно идет критика Центрального банка. Их упрекают в том, что они ради снижения инфляции жертвуют производством. То есть вполне возможно, что значит, Центральному банку придется отказаться от повышения ставки или согласиться на ее снижение ради того, чтобы производство не падало. Но а, это вызовет только это вызовет усиление инфляции и, в принципе, дальнейшую дестабилизацию, которая в конечном итоге может привести к спаду производства. Это не теоретические доводы, а вполне практическая вещь. Что-то похожее было в Турции несколько лет назад. Там Эрдоган, значит, со своими произвольными решениями стал проводить политику одновременно мягкую, денежную, то есть много давали кредитов дешевых, и мягкую бюджетную, значит, увеличивали расходы, как раз ради стимулирования производства. И действительно у них был рост, но потом стала расти инфляция, стала галопирующе меняться обменный курс, и, значит, в результате после этого стало падать производство, и им пришлось а, повышать процентные ставки даже не до 20, а до гораздо более высоких уровней. Вот, может, коллеги напомнят, но у них было очень высокое 45. процентное. 45, то есть в 2 раза с лишним больше, чем сейчас в России. То есть, когда, значит, слишком усердно пытаешься стимулировать производство, результат получается обратный. Но мне кажется, что сейчас не бизнес, ну, у него свои интересы, но, к сожалению, даже и многие эксперты не понимают этого. И мне кажется, что вот такой сценарий, стать новой второй Турцией, для нас вполне сейчас реален. Спасибо. Итак, Олег Вячеславович, вот у нас получается так, что Олег Ацхохи не видит на горизонте, значит, кризиса. Во всяком случае, не видит это в ближайшие там 6 месяцев, год. Евсей Томович, напротив, говорит, что... То есть не напротив, он говорит о том, что всякое может произойти, потому что нарастают кризисные явления. А поскольку у нас нет никакого фидбэка ни в виде выборов, ни в виде свободной печати, ни в виде даже Росстата, то есть вы все оперируете непонятно какими, простите меня великодушно, данными, то, значит, кризис может вдруг, черный лебедь, как это любит говорить Кирилл Рогов, может прилететь не знамо откуда и не знамо когда. Вы считаете, что чья точка зрения вот вам там на земле, в Москве, кажется ближе к действительности? В действительности. Понятно. К Вопрос. сожалению, там как бы нет, по-моему, стабильной концепции
Сейчас Центральному банку дали возможность решить проблему перераспределения ресурсов, о которой я говорил, не путем инфляции, о которой вот Евсей говорил, значит, как один из вариантов, а решить это все-таки за счет того, что в отраслях, которые не связаны напрямую с производством вооружений и вообще с национальной обороной, придется ужаться. Ужаться за счет того, что им придется сократить занятость, возможно, поделиться активами по низким ценам и так далее. Вот такой вариант. Насколько он пройдет, да, действительно очень трудно предсказать, потому что сопротивление какое-то будет явно, но оно не носит политический характер, оно носит такой лоббистский, скрытый характер. Пока концепция такая, что все-таки пойдем перераспределять ресурсы через достаточно жесткую политику. Если она сорвется, то следующий вариант – инфляция. Но мне кажется, что нынешние власти российские не пойдут по такому пути впрямую в открытую, как это сделал Эрдоган. Просто у него была идеологема такая, что надо снизить ставки, и все начнет расти. В России есть тоже люди, которые говорят, экономисты, которые говорят такие вещи. Но реально экономисты, которые во власти, они, конечно, над этим смеются. Они как бы понимают, что это бравада, и толку от этого не будет. Поэтому я считаю, что дальнейшее перераспределение возможно. Это не означает, что все замечательно и прекрасно, потому что если в стране как бы тормозится рост потребления и потом он начинает снижаться, это очень плохая вещь. Политически это выносимо, но это плохо. Вот. А административные решения, попытки будут. Но опять же, при тех людях, которые сейчас находятся на вершинах власти, пока это не рассматривается как опция. Но время покажет. Спасибо. Нам надо уже выходить из эфира. Я понимаю, что очень сильно затянулся, хотя мне безумно интересно. Один из тех редких эфиров, когда ты просто слушаешь и все время учишься. И это просто обожаемые мной эфиры. Но я не могу не задать вопрос, и, наверное, он скорее будет адресован Олегу Ицхоке и Евсею Гурвичу, поскольку они находятся вне Москвы, вне России. И он заключается со следующим. 2025 год явно будет так или иначе связан с замораживанием военных действий, значит, с прекращением огня. И во многом тот выбор, который будет сделан, зависит на самом деле, как мне кажется, от того, насколько власти в России и насколько, что может быть еще важнее, власти других стран, прежде всего в Соединенных Штатах Америки и в Евросоюзе, насколько они видят, насколько устойчивы возможности Путина продолжать убивать украинцев. Мы видим, что в последние месяцы вот это стремление убить как можно больше гражданских как-то сильно увеличивается, судя по тем обстрелам Одессы, Харькова, Запорожья и так далее, которые мы все время наблюдаем. Значит, то, что я слышу, или то, что мне удается как-то услышать, прочитать и так далее, без называния источников, говорит о том, что в российской элите, или в том, что называется российской, но я предпочитаю их называть номенклатура, какая-то элита, если она не сопротивляется войне. Так вот, в этой номенклатуре растет желание, чтобы все это наконец закончилось, и самое главное – чтобы сняли как минимум персональные санкции, чтобы можно было опять девочек возить на Ривьеру или там в Италию, или вернуться, получить обратно свои яхты. И отсюда, так сказать, явно есть, причем эти желания возникают не только у либеральных финансовых властей, скажем так, но эти желания в значительной мере растут и в ближайшем силовом окружении, значит, диктатора.
Так или нет, естественно, проверить мы не можем, поскольку данные наши крайне отрывочные, как вот Евсей Томович уже сказал, нельзя вот оценивать ситуацию по некоторым наблюдениям. Можно, Евсей Томович. На самом деле так, так сказать, все это и работает и в журналистике, и в политологии в том числе. И уж точно это надежнее, чем ваш Росстат. Ну, извините, ради бога, это я не могла вам, конечно, обратно не ответить. И все-таки мы видим, мне кажется, мы видим и мы слышим в разговорах, в том числе тех представителей российской номенклатуры, которые оказываются здесь, в Соединенных Штатах Америки, что есть сильное желание, чтобы эта кошмарная война закончилась, и чтобы все вернулись к какой-то более-менее, какой-то нормальной жизни, в которой они, богатые и успешные, могли бы продолжать чувствовать себя богатыми и успешными, значит, в Европе, как минимум в Европе. Евсей Томович и Олег, как вам, Олег Евгеньевич, Евсей Томович и Олег Евгеньевич, как вам представляется, в какой степени потребность в завершении как минимум военных действий, как минимум фиксации, так сказать, на линии разграничения, может быть реальной потребностью российских властей? Кто из вас готов ответить? Олег Но вот Евгеньевич, здесь... давайте... Да, давайте, давай. да, конечно. Мне мало что искать на этот вопрос. Я хочу поправить единственное, что, чтобы вы меня, мне кажется, не совсем правильно услышали. Я говорю, что мы не видим текущую траекторию кризиса. Мы не видим, по какой траектории он будет развиваться. Но то, что я хочу подчеркнуть, совершенно нет никаких оснований думать, что есть макроэкономическая стабильность на года вперед. Ее нет. Да? Вот драма текущего момента – это что произойдет с процентным банком, центральным банком на несколько... И это драма, которая разрешится в ближайшие месяцы. И тут есть развилка, которую, ну вот мы все вместе попытались вам описать, что может произойти в этот момент. Но будет еще огромное количество экономических событий, и у нас совершенно нет никакой уверенности, что экономика может их пройти, поскольку нет изначальной макроэкономической стабильности. Да? Дальше, является ли экономика тем, что ослабляет переговорную позицию? Ну вот мнение такое, что Путину действительно удалось построить военную экономику, и она не является тем, что подталкивает его к переговорам сейчас. Она не создает такую ситуацию, которая заставляет его вот сейчас прямо пойти на переговоры, чтобы решить какие-то экономические проблемы. Могут ли быть какие-то дополнительные санкции или, например, падение цены на нефть, которое изменит ситуацию? Да, может. Но вот находясь в декабре 2024 года, экономика не является тем, что его подталкивает к переговорам. Эта ситуация может кардинально измениться, но вот действительно, как вы правильно говорите, если в 2025 году будет решаться вопрос, то к переговорам Россия подходит в ситуации, где экономика не является критической вещью, из-за которой переговоры начинаются. Ну, вот это то, что мы имеем на сегодняшний день. Пожалуй, это все, что я могу Олег, сказать. 10 лет мы наблюдаем экономику блафа, политику блафа, политику бесконечного вранья. Надо отдать должное, что чекисты потрясающе владеют методом активных мероприятий и пропаганды, которую потрясающим образом им удается ставить с ног на голову. Мы точно понимаем, что они врут. Их просто довольно трудно часто становится хватать за руку. И тем не менее, даже это удается. Поэтому, да, конечно, вот это меня больше всего и поражает, что американские или там западные аналитики, они продолжают верить этому бесконечному вранью Путина. Но это так, в сторону. Я не могу просто это не сказать, потому что мне кажется, это очень важно. Мы видим, что у него вся политика, как минимум, начиная с аннексии Крыма, построена на вранье, на игре с цифрами, манипуляции общественного мнения, на пропаганде и так далее. Вот, простите меня великодушно, я не могу этого не сказать. Евсей Томович, что скажете по поводу, насколько Путин и его номенклатура заинтересованы в прекращении войны? Я согласен с Олегом. Здесь есть политические факторы и экономические, но прямо сейчас
Мне кажется, что Путин уверен, что наша экономика прочна. То есть, скажем так, Путин, я думаю, согласен с выводами Алексашенко и коллег. Не в обиду им будет сказано, что он считает так или даже более оптимистично смотрит на российскую экономику. Но и прямо сейчас это действительно соответствует действительности, что нет острой необходимости идти на переговоры с какими-то дополнительными уступками ради того, из-за опасений, что вот завтра все повалится. Вот мне кажется, что прогнозы, что завтра все рухнет, это скорее wishful thinking, но выдается желаемое за действительность со стороны некоторых экспертов. Но эта ситуация, вот я не согласен с тем, что это так будет продолжаться годы, что там уже в течение будущего года совсем не исключено, что ситуация сильно изменится и появятся серьезные экономические мотивы заключения мира. Спасибо большое. Олег Вячеславович, вы что-то хотите в завершение, не отвечая на этот вопрос ни в коем случае, но что-то вы хотите в завершение сказать? Или мы можем подвести уже, так сказать, закончить наш эфир? Да нет, я только хочу сказать, что было очень приятно пообщаться с коллегами, поскольку, на мой взгляд, разговор был действительно глубокий достаточно. Может, я себя похвалил, я коллег хвалю. Спасибо вам большое. Мы обязательно, как всегда, как мы всегда это делаем на New Times, мы сделаем расшифровку. Наш замечательный редактор Люба Цуканова совершенно, так сказать, это филигранно немножко это сократит, потому что ни один нормальный человек, конечно, не может читать эфир в объеме час 47. Я получила абсолютное удовольствие. Да, и мы опубликуем эту, значит, беседу и на New Times, и в текстовой форме для тех людей, которые, я верю, еще многие есть среди читателей New Times, кто все-таки любит читать, а не только слушать и смотреть. Я благодарю Евсея Томовича Гурвича, Олега Евгеньевича Ицхоки, Олега Вячеславовича Вьюгина за участие в этой передаче. Я надеюсь, что в будущем, в 2025 году, мы в такой компании еще встретимся и поговорим. Спасибо вам большое, вас всех с наступающими праздниками, кто что празднует. И, конечно же, с Новым годом, и как всегда в России было принято, не может так быть, чтобы Новый год был хуже предыдущего, хотя именно это происходит последние 10 лет. Спасибо, до свидания, и услышимся через неделю, говорю я слушателям и читателям New Times этого канала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, спорьте. Только постарайтесь обойтись без оскорблений. И обязательно пишите, откуда вы. Пока-пока. Спасибо. С наступающим.